Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Предлагаю начать сегодняшний выпуск со статистики. Говорят, и я читала, что в России территория свалок. Свалка — это место, где собирается весь мусор. Территория свалок занимает примерно 4 миллиона гектаров, а это примерно территория такой страны, как Нидерланды. И кроме того, примерно 90% твердых отходов, то есть твердого мусора, в России не перерабатывается. То есть этот мусор, остается на этих свалках. И мне кажется, даже этого факта достаточно, чтобы понять, что тема экологии очень актуальна и очень серьезна. Да, и сегодня мы поговорим об экологии в этом выпуске, поговорим о том, что мы можем сделать, чтобы помочь нашей планете, и об экологической ситуации в России, конечно. Ну и вы узнаете, в принципе, много слов, связанных с экологией. Давай обсудим, во-первых, вообще, какие бывают экологические проблемы. Первым, что приходит в голову, является загрязнение. От слова «грязный», «нечистый». Загрязнение воды, загрязнение воздуха, загрязнение земли. Вот скажи, например, в Испании можно пить воду из-под крана? Многие говорят, что да, но у меня нет такой привычки. И даже если мне скажут, что эта вода кристально чистая, но потом добавят, что она из-под крана, я все равно не смогу ее пить. Хотя я знаю людей, которые всю свою жизнь пьют воду из-под крана и чувствуют себя хорошо. Поэтому не знаю. И какая ситуация в Албании? Здесь, по-моему, зависит от региона, потому что более горные местности имеют более чистую воду, и там можно пить. Но у меня лично такой привычки нет, поэтому я, я везде покупаю воду. Еще, конечно, беспокоит загрязнение воздуха. Например, я знаю от своей подруги, которая жила в Красноярске, это российский город в Сибири, о том, что там довольно критическая ситуация с загрязнением воздуха из-за смога, который приходит с территории Китая. И, к сожалению, в России, когда ты живешь совершенно в другой части такой большой страны, ты часто даже не задумываешься о проблемах другого дальнего региона. Поэтому часто люди в Москве или в других европейских городах не знают, что там происходит в Сибири. Да, но сейчас хотя бы, когда есть Инстаграм и блогеры, Мгм. эти лайфстайл-блогеры есть в каждом городе. Мне кажется, люди стали больше об этом узнавать, Да. просто потому что молодые люди рассказывают о ситуации с воздухом в их городе. Поэтому Мгм. молодцы. Да, да и просто есть даже экоактивисты, которые ведут Инстаграм. Оттуда тоже о многих проблемах, каких-то акциях поддержки узнаешь. Это круто. Да, но такого раньше не было, конечно же. Да, это благо, это подарок соцсетей. Мы нашли что-то хорошее. Да, хоть какой-то плюс есть. Ура! Сказали два блогера. Да. Да. Другой проблемой, которая как бы вносит свой негативный вклад и в загрязнение воздуха, и другие проблемы Земли, является вырубка лесов. Когда был лес, потом его срубили, и больше деревьев там нет. И вырубка лесов — это большая проблема, в том числе в России, тем более, что уже сейчас не существует половины мировых запасов леса. Очень интересная ситуация, потому что когда мы дети и просто шалим, играем, взрослые нам кричат: «Не смей рвать этот листик, ты делаешь больно дереву, деревья нужны этой планете», бла-бла-бла.
но потом большие взрослые дяди, бизнесмены просто решают вырубить лес, потому что им не нравится, что лес там, и они хотят что-то свое построить или просто хотят его продать и получить деньги. Я думаю, эта ситуация не только в России, просто нам повезло, что у нас есть такое количество лесов, но кажется, уже скоро мы будем говорить, что у нас было такое количество лесов. Да, Грустно. точно. И перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность разговаривать на русском языке, обсуждать темы подкастов и не только, а также, наконец, побороть языковой барьер и завести новых друзей. Все детали в описании. Интересный факт. Оказывается, авиатранспорт — это самолеты, вертолеты, за 1 час полета тратят в 2 раза больше кислорода, чем 1 гектар леса производит за год. Я уже вижу, как кто-то перепроверяет эту информацию и пишет нам комментарии. Мы готовы к Пишите. дискуссии, да, пожалуйста. Но да, если серьезно, то, конечно, это грустно, но, наверное, люди уже никогда не смогут отказаться от самолетов, потому что это самое такое эффективное средство передвижения, да, можно сэкономить много времени и денег часто тоже, потому что сейчас перелеты не такие дорогие, как они были раньше, например. И если от обычных самолетов мы не можем отказаться, и мы про это обычно не говорим, то когда какая-то звезда летит на своем частном самолете в магазин за хлебом, да, или в Starbucks попить кофе, об этом сразу же начинают говорить. Но потому что это как будто уже выходит за рамки, которые приняли люди. Да, общество недовольно, но мне тоже кажется, что звезды, они обычно не думают об экологии, они просто радуются, что у них есть этот частный самолет, и всегда они будут на нем летать. Да, мне кажется, как всегда, дело в чувстве меры. Если ты летишь на другой конец света, и по-другому тебе не добраться, и ты это делаешь нечасто, ну или по необходимости встретиться с семьей, 1 раз в жизни посмотреть эту другую далекую страну, это одно. А когда ты просто ради личного комфорта летаешь каждый день, куда тебе захочется, когда ты легко можешь поехать на поезде или выбрать другой транспорт, то, конечно, это будет осуждаться. И как ты думаешь, деньги бы тебя испортили? Ты бы летала на частном самолете за кофе? Думаю, нет. Вот, конечно, мы можем только надеяться, потому что никогда не знаешь, как себя поведешь, когда окажешься в этой ситуации. Мгм. Но, надеюсь, что я сохраню вот это чувство разума, да, вот это разумное потребление и буду буду, наоборот, помогать природе. Деньги, приходите к нам, мы Да. готовы к этим испытаниям. Мы справимся, обещаю. А. Хорошо, так, давай вернемся к нашей теме. Да, ну и, конечно, тема, которую необходимо обсудить, так как сейчас и вообще уже долгое время она на пике популярности в различных СМИ, это глобальное потепление. Вот ты уже почувствовала на себе последствия этой проблемы? Я думаю, что мы все уже чувствуем эти изменения в погоде. Каждое лето нас предупреждают, что этим летом нас ждет аномальная жара, да, и каждое лето все жарче и жарче. И если говорить не о солнце, а о снеге, тоже можно заметить, что раньше в моем детстве, ну, в нашем детстве зимой всегда было много снега. И в последнее время снега все меньше и меньше. И я не говорю о больших городах, в которых используют реагенты, чтобы снега не было. Я также говорю о маленьких городах, в которых никто не трогает этот снег, но все равно заметно, что его намного меньше, чем раньше.
Да, если раньше люди и в Москве, и в Санкт-Петербурге жаловались на холод, на морозы, то сейчас все чаще они замечают, что, ой, а погода не такая плохая зимой, как европейская зима. Ну, боюсь, что это влияние совсем не позитивное, не позитивного изменения. Да, конечно, может быть, я не такая фанатка снега, но, конечно, когда климат так меняется, это заставляет думать об окружающей среде. Да. Да. Кстати, тоже был один момент, мне кажется, 2 года назад, когда я услышала какую-то фразу, наверное, где-то в соцсетях, и она заставила меня еще больше задуматься. Там сказали, что вот, видите, так жарко, аномально жарко этим летом. Так вот, знаете, каждое лето будет только жарче, то есть прохладнее уже не будет. И ты начинаешь думать: "Вау, а действительно, это просто такие необратимые, то есть необратимые изменения, которые невозможно повернуть назад". Мгм. Да, но, конечно, это произойдет не за 5 лет, это все-таки процесс долгий, но, как я понимаю, что даже если смотреть на эту картину с точки зрения, не знаю, если смотреть не как человек, который живет максимум, там, я не знаю, 100-110 лет при лучших раскладах, а просто смотреть на всю историю человечества, конечно, как изменяется климат и погода сейчас, но это невероятно быстро. Да. Да даже говорят, что каждое лето уже на 1 градус температура выше на 1 градус. То есть, в принципе, изменения стремительные, то есть быстрые. Да, так, ну, что еще хорошего мы можем сказать? Ничего, да. Хорошего в этой теме? Подожди, сначала еще о плохом. Нужно Давай. поговорить о такой большой сфере жизни человечества, как животноводство, потому что именно оно отвечает за 50% газов, которые выходят в атмосферу и создают этот парниковый эффект, который в свою очередь влияет на глобальное потепление. Вот ты бы смогла стать вегетарианкой ради общего блага? Без проблем. Я сейчас почти не ем мясо, поэтому мне было бы даже лучше, что люди бы перестали задавать мне вопрос: «А почему ты не ешь мясо?» А почему ты не ешь мясо? Мне не нравится вкус мяса. Мгм. Но, ну, конечно, тоже есть этические соображения, что мне не нравится убийство, и коровы мне очень нравятся и симпатизируют как животные, и поэтому все вместе заставляет меня, не знаю, испытывать какое-то отвращение к Мгм. мясу. А ты ешь Понимаю. мясо? Я ем мясо. Красное мясо не так часто. Я бы даже сказала, уже это редкость. Но курица — это регулярный продукт, ингредиент на моей кухне. Источник протеина, который не так сложно готовить, в Да. принципе, и ингредиент многих блюд. Да, Мгм. согласна. Да, да я была бы готова стать вегетарианкой, если бы большинство людей тоже стали вегетарианцами, и в ресторанах, в магазинах было меньше соблазнов. Скоро, я думаю, так и будет, потому что становятся популярными блюда из каких-то заменителей мяса и вообще в целом больше ингредиентов, из которых можно что-то готовить. Поэтому думаю, что да, вопрос только времени. Мгм. Ну, так как мы уже начали говорить о том, как помочь нашей планете, давай продолжим. Знаешь ли ты, что такое принцип 4R? Нет, расскажи мне. Это на самом деле английский термин, англоязычный. На русский он переводится не так красиво, просто разные слова на разные буквы, поэтому так красиво не назвать. В общем, это принцип, когда ты должен сокращать потребление, должен перерабатывать то, что ты купил, ты должен часто отказываться от каких-то вещей или продуктов и использовать повторно. То есть, в целом, разумные принципы. Вот, в твоей жизни что ты делаешь, что подходит под этот принцип?
Так, ну, я стараюсь сокращать потребление воды и электричества. Мне кажется, это что-то не очень типичное для России, потому что в России часто воду используют, просто открывают кран и делают все свои дела рядом. Потому что раньше вода стоила достаточно недорого, как и электричество. Мне кажется, сейчас все изменилось, но привычка у людей осталась. Мгм. И, конечно, я также сдаю вещи на переработку. К этому тоже нужно привыкнуть, но в целом это несложно делать. Ну, если мы говорим о пластиковых пакетах из супермаркета, конечно, я стараюсь от них отказываться и обычно хожу в магазин со своим шопером. Но если так получилось и мне пришлось купить этот пластиковый пакет, конечно, я буду использовать еще несколько раз, Мгм. буду использовать его повторно. Мгм. И у тебя есть шопер? Ты ходишь в магазин со своей сумкой? Да, у меня есть шопер, и не один. И у меня есть любимый шопер, потому что на нем я сделала русскую надпись. Вот хожу, показываю всем. Мгм. Да, ну и в целом я с тобой согласна. Да, это какая-то такая базовые жизненные принципы, да. Не брать, ненужные тебе пластиковые пакеты. Если ты покупаешь связку бананов, ты можешь просто положить их в свой шопер, не обязательно упаковывать их в пакет. Кстати, это то, за что в Албании мне нужно бороться, потому что здесь в магазинах продавцы сами взвешивают тебе фрукты и Мгм. овощи, и ты не можешь контролировать, куда они это положат. Или можешь, Да. но нужно прямо уговорить их: "Нет, нет, пакет мне не нужен, спасибо, у меня есть сумка". Ах. Да, я понимаю. И на рынке часто тоже много-много этих маленьких пакетиков, и им нужно, продавцам, нужно работать быстрее, и гораздо легче просто положить все в пакетик, который у них есть, и взвесить и дать тебе, чем брать у тебя твою какую-то сумочку, да, и уже положить продукты в нее. Нужно время, я думаю, чтобы люди привыкли к этому, но нужно что-то делать, чтобы заставить людей к этому привыкнуть. Да. И, конечно, не всем это интересно. Да, кто-то настолько поглощен своей жизнью и своими проблемами, что, конечно, он там уже не думает о том, как спасти эту планету. Мгм. Понятное дело. Да. Но, в принципе, как нас всегда учили, какое-то одно маленькое действие, которое сделает каждый, может что-то изменить. И я хочу рассказать о моей коллеге. Она, во-первых, у нее было прекрасное имя Наталья. О, мне нравится. У меня тоже, спасибо. Но не суть. В общем, она очень была такой, ну, и есть, конечно, остается экоактивисткой. То есть она прям за экологию, за защиту окружающей среды. И она пришла к нам в коллектив и сказала: ну, вот так и так, я там участвую в нескольких программах, давайте участвовать вместе. Все так посмотрели, как мы будем участвовать, если мы просто приходим в офис работать. И тогда в Москве была такая программа, не знаю, есть ли она сейчас, сбор крышек от бутылок. Потому что, во-первых, крышки, они обычно где-то разбрасываются, да, потому что они не фиксируются на бутылке в России. Во-вторых, крышка из другого пластика, то есть не из такого пластика, из которого делается сама бутылка. И она поставила на кухне, на нашей общей кухне в офисе, 5-литровую бутылку, в которую все складывали эти крышечки. Ну, конечно, много пили на работе, кто-то там просто воду, кто-то кока-колу и так далее. И эти крышечки копились. И это все превратилось в какое-то интересное занятие, которое все делают вместе. И все каждый раз приходили на кухню посмотреть, а сколько там накопилось, а уже все. А вот на этой неделе мы быстрее собрали, чем на прошлой неделе, эту целую бутылку. И мне очень понравилось, как она это сделала. То есть она ни с кем не советовалась, она это долго не обсуждала, она просто пришла в новый коллектив, поставила бутылку, написала на ней какая-то акция и все сказала: мы участвуем. И все начали участвовать. Поэтому, если, в принципе, в каждом коллективе будет такой человек, то, наверное, мы сделаем больше Да. для природы.
Я думаю, вообще наш мир держится на таких проактивных людях, которые знают, чего хотят, знают, как этого достичь, и делают. Не ждут, не советуются, не спрашивают разрешения. Ну, конечно, когда мы говорим о каких-то позитивных делах. Другие люди — это совсем другая история. Да. Ну и, кстати, когда ты сказала про, то, что нужны маленькие шаги, что мы можем научиться этому, я на 100% согласна. Мне кажется, мы все знаем, что в школе и в советское время, и сейчас, в России в школах учат, как не мусорить на дорогах, как, заботиться о деревьях, вот не срывать эти листья, да. И также можно научить людей заботиться об экологии, меньше покупать, думать о пластике и, конечно, сортировать мусор. Да, и тоже маленькое действие — это просто последить за тем, как вы чистите зубы, например. Да, потому что у многих людей есть привычка открыть этот кран и чистить зубы, когда тебе вода не нужна, Мгм. но все равно она идет, она бежит. Да, и также это, не знаю, прием душа вместо ванны. Хотя, наверное, это зависит от того, кто как принимает душ. Наверное, кто-то может потратить больше воды, когда принимает душ. Возможно, да, возможно. Да, и есть разные другие мелочи, которые мы можем делать в жизни. Например, если ты стираешь на низких температурах, то это гораздо полезнее для экологии, чем если ты используешь там 90 градусов. Не знала. Да, я М. тоже удивилась, теперь пользуюсь. Но, в принципе, всегда стирать на высоких температурах, ну, нет Мгм, необходимости, мгм. я думаю. Хотя я не знаю, у кого какие вещи, ладно. Но опять, если вам это прямо необходимо, если вы Да, исключение из правил, то, пожалуйста, делайте. Но мы же понимаем, что для большинства нет необходимости стирать каждый раз на 90 градусов. Я да, прекрасно живу и стираю на 40. да, да, поддерживаю. Повседневная какая-то стирка, не очень грязные вещи, Мгм. 40 градусов достаточно. Да. Ну и какой вопрос недели? Вопрос недели. А что вы делаете, чтобы помочь планете? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.